Здравствуйте, друзья! Я детский семейный школьный психолог Наталья Барлажецкая. И сегодня мы с вами будем говорить об эмоциональной регуляции и о том, как мы, взрослые люди, умеем или не умеем терпеть сильные эмоции. И как можно этому научить своих детей. Потому что если мы с вами эмоционально не выдержаны, не сдержаны, это не только дурная наследственность, да, там достался нам вот такой холерический характер, и мы легко заводимся и взрываемся. Это еще и определенная воспитательная позиция, которая была правильной или неправильной у наших родителей. То есть фактически, независимо от того, какова была наша генетическая предрасположенность, были мы меланхоличны, да, то есть вот слезливы, с таким слабым темпом деятельности, низкий темп деятельности, или были мы наоборот очень взрывными, холеричными, да, или у нас была такая уравновешенность психики, сангвиничная, сангвиники, или мы были такие медлительными, да, и вдумчивыми, как флегматики. Вот независимо от всего этого, можно взять абсолютно любой темперамент, абсолютно любой характер и поработать с ним с точки зрения регуляции эмоций. Недавно я шла по улице и увидела мужчину, который шел примерно в 20 метрах от своего спутника. То есть впереди он бежал буквально, оборачивался, кричал, у него прям буквально слюна изо рта, да, брызгала во все стороны. Естественно, огромное количество матерных слов и выражений. И за ним шел, значит, его спутник. Это было видно, потому что спутник шел совершенно в другом эмоциональном состоянии, но он поддерживал, тем не менее, вот диалог с тем весьма неадекватно ведущим себя собеседником. И я увидела очень яркую картину того, как мы можем не сдерживать свои эмоции. Я думаю, что если бы тот же самый человек, но спустя некоторое время увидел видеозапись собственного поведения, он бы сказал: да, это вот полный неадекват, да? Лицо раскраснелось, нос вот такой раздутый, изо рта чуть ли не пена летит, жестикуляция, крик, мат на всю улицу. Если спросить, а насколько функционально, насколько рационально было ваше поведение, смогли ли вы что-то донести до своего собеседника, чаще всего оказывается, что нет. Это не самый короткий, это не самый рациональный путь. Я вам скажу больше. Как только вы заводитесь и выходите из себя, вы вообще перестаете доносить до своего собеседника какую-либо информацию. И если учитель стоит перед классом заведенный, да, с покрасневшим лицом, у меня один ребенок описывал, вот она, говорит, стоит вся такая красная, как помидор, и, говорит, и кончик носа у нее становится белым, руки дрожат, говорит, начинает шипеть сквозь это и визжать, как сумасшедшая. Так вот, возможно, учитель в этот момент говорила даже очень правильные слова. Но слова и форма – это очень разные вещи. Можно сказать в мягкой форме очень неприятную новость: дорогой, садись, ты сегодня не подготовился. Но я жду тебя там завтра, послезавтра. Да, то есть я жду тебя на то, чтобы передать. И таким образом мы даем ребенку не оценку его личности, а мы говорим о том, что он не подготовился сегодня. Он мог бы, но не сделал. У него есть право, да, прийти и пересдать. И я как учитель готова это сделать. И даже если речь идет о больших коллективах, о классе, то с ними тоже можно разговаривать. И нас, в принципе, и учителей, и психологов, конечно же, учат управлять поведением и отношениями не только с индивидуумом, да, то есть конкретно с одним субъектом, но нас учат объектом или субъектом, вот, человеком, в общем, нас учат управлять и целыми классами, то есть сообществами. В этом нет ничего, кстати, сложного, особенно если дети маленькие, то там можно использовать одни методы, с подростками можно использовать другие методы. Вот. А подростки еще и нас проверяют чаще всего на эмоциональную устойчивость. И как только мы выходим из себя, в том числе, как только родители выходят из себя, подросток перестает слышать, что же вы ему говорите. Он только понимает одно: так вот, опять разоралась, значит, вот такое лицо, там вот злость это сколько, все, меня все достало. Подросток в этот момент не учится
да, спокойно выражать свои эмоции и доносить до окружающих свою мысль. А глядя на свою разъяренную маму или разъяренного папу, он учится точно так же эмоции проявлять. Мы учимся прежде всего на примере тех людей, которые живут рядом с нами. Если вы кричите, ваш супруг кричит, то рано или поздно ваш ребенок тоже будет кричать. Возможно, он будет бояться вас, поэтому некоторый промежуток времени он не будет позволять себе кричать. Но наступит подростковый возраст, когда ребенок начинает входить в силу, и вы можете услышать в ответ тоже повышенный голос, тоже грубость, тоже безапелляционные какие-то заявления. Нет, так значит так, никогда не буду, уйду и так далее. Но это значит звоночки для нас, что где-то там, вот пока он еще учился у нас, он научился чему-то не тому. Итак, а что же можно сделать для того, чтобы управлять своими эмоциями? Что можно сделать для того, чтобы их регулировать? Это огромная тема, просто огромная. Сейчас, вот именно в этом видео, я вам расскажу, что нужно делать, когда ваш ребенок маленький, и он прибегает к вам, и ему требуется утешение, потому что именно за счет утешения мы можем регулировать свои эмоции. Когда маленькому ребенку плохо, очень плохо, он бежит, он плачет и кричит «мама», самым правильным будет обнять. Да, есть такое хорошее выражение: закрой рот и обними, и раскрой свои объятия. То есть в тот момент, когда твоему ребенку плохо, не надо ему читать нотации, правильно он сделал или неправильно он сделал. Не надо бежать и общаться там, защищать своего ребенка, да, нападать на учительницу, на других детей, на воспитательницу или еще на кого-то. Сначала вам нужно дать утешение своему ребенку. Примерно об этом я рассказывала в своем ролике про буллинг, когда говорила, что если к вам приходит ребенок и говорит о том, что его обижают в школе, что его как-то обозвали, что его портфель там бросали, его вещи порвали, прежде всего вам нужно дать эмоциональную подпитку и поддержку своему ребенку. Не надо сразу же начинать: подожди, как они могли? Так, подожди, я сейчас учительнице позвоню, я сейчас родителям этим позвоню, я сейчас приду и всем ставлю втык. Да, это естественная потребность любого родителя — побежать и защитить своего ребенка. Хотя у некоторых родителей рождается другая естественная потребность. А почему ты не защитил? А почему ты не отстоял? Сам виноват, не надо было лезть, сам. Да, и в этом случае, и в одном, и в другом, мне кажется, что где-то есть некоторая эгоистичность желаний взрослых. В первом случае «моё не трожь, иначе будешь иметь дело со мной». Знаете, такой фактор собственности включается. Во втором случае это фактор ущемления достоинства семьи. А почему ты не смог? А что ты? Иди и разбирайся, настаивай на своем. И мы, да, бросаем ребенка в ситуации, когда он и так ничего не знает, как делать, ему просто плохо, он растерялся. А мы ему говорим: нет, развернулся, иди дальше выяснять. Первое, что мы должны сделать с вами, дорогие мои, и когда малыш в возрасте 3 лет к вам пробегает: мама, у меня отняли лопатку, и когда он приходит в возрасте 7 лет, в 1 классе его не берут ребята играть на прогулке, и когда он приходит в возрасте 16 лет, хотя здесь он редко уже идет за утешением к вам, но тем не менее, дорогой, дорогая, что-то случилось, нужна моя помощь. Прежде всего, нам необходимо дать утешение в эмоциональном плане. Иди ко мне, давай я тебя обниму. Как я вижу, что ты очень расстроен, тебе горько, тебе больно от того, как с тобой обошлись. Я тебя очень понимаю, давай я тебя обниму, давай я тебя, если это маленький ребенок, да, поцелую волшебным лечащим поцелуем. Установите какую-то традицию утешения. Моя мама, например, когда видела, что я в таком состоянии, так, вижу, что-то случилось, я
Да, однажды я пришла из школы вот с таким красивым фонарем под глазом, вот, и что-то, давай, иди сюда, давай я тебя обниму. Ой, как тебе, как грустно, да, как больно, давай я тебе чаем напою, солнышко. Расскажешь мне, что там произошло? Не с точки, так, рассказывай, да, расскажешь мне, поделись со мной. Угу. А дальше что происходило? Вау! И дальше вспомните, пожалуйста, себя. Ну вот меня чаще всего смотрят женщины. Когда вам плохо, да, вам, женщинам, вы, может быть, даже не правы. Вы вот реально, вы, может быть, даже не правы. Но чего вы ждете от своей подруги, от своего супруга? Безусловного принятия и того, что человек станет на вашу сторону. Ну вот хоть убейте меня, но мы хотим именно этого. Да, козел! Согласна с тобой, нельзя с тобой было, ты у меня золотая, ты у меня самая лучшая, он не заслуживает такую, как ты. И вы такая, да нет, он не такой, он все-таки, ну ладно, я понимаю, ты его любишь. Мы ждем в этот момент просто принятия наших чувств и возможности поделиться с кем-то. Не надо за меня решать проблемы, не надо бежать впереди паровоза, я жду утешения. И это первый навык, который дают родители, навык, который касается эмоциональной регуляции. Ты грустишь, тебе весело, ты радуешься, тебе больно, ты обижен. Родитель называет ребенку его эмоции, и тогда, когда эти эмоции чрезмерны, да, родитель дает утешение, успокоение и полное, абсолютно полное принятие. Поэтому в следующий раз, когда ваш ребенок прибежит к вам за утешением, не стремитесь сразу же решать проблемы. Не задавайте ему огромного количества вопросов, чтобы разобраться, кто тебя обидел. Вы сделаете это чуть-чуть попозже, когда дадите ребенку возможность получить эмоциональную поддержку от вас. Итак, если вашему ребенку больно, плохо, он находится в отчаянии, ему грустно, закройте рот и откройте объятия. Это будет очень хорошим навыком для вас, уже взрослого человека. Вы научитесь давать утешение своему ребенку, и вы знаете, постепенно вы поймете, что человек и сам может давать себе утешение. Это называется самоутешение. Пойду попью чаю, да? Некоторые из нас даже используют какие-то вот такие навыки. Когда-то давным-давно в детстве некоторые родители, да, все родители, мамы, да, утешали нас чем, когда уж мы были совсем младенцами. Мама прикладывала нас к груди. Мы получали пищевое подкрепление в тех ситуациях, даже не тогда, когда мы хотели есть. Нет, мы не хотели есть. Но через грудь мы понимали, все хорошо, мир стабилен, мамочка рядом, а именно мамочка тогда обеспечивала нам безопасность всего мира. Мама рядом, мама дала няню, сисю, да, молоко, все хорошо. Потом, когда мы становились постарше, мама нас обнимала, вытирала нам слезки, целовала, да, делала вот эти целительные поцелуи или пела песенку, какую-нибудь песенку победителя, песенку, прогоняющую грусть или прогоняющую страх. А потом мама снова, да, предлагала нам объять и предлагала, давай чаю попьем. Да, давай немножко вот посидим с тобой и покачаемся, может быть, какую-нибудь песенку споем. У каждой мамы были какой-то собственный запас. Если такого запаса не было у вашей мамы, то, скорее всего, вы выросли в атмосфере, когда вы очень долго терпели эмоции, просто сильно-сильно терпели эмоции. Ничего, ни капельки старались не показать, что вам грустно и плохо. Но когда, да, чайничек уже начинает вскипать, и у вас из ушей начинает идти пар, и крышечку этого чайничка сносит, у нас происходит взрыв. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Долгий период терпения, который заканчивается взрывом. Некоторые исследователи даже относят это к нашему национальному характеру, чтобы вот русские люди, да, или, скажем так, да, люди на территории бывшего СССР,
Вот. Мы очень много терпим, мы в состоянии переносить очень высокие нагрузки, очень долго терпеть. Но когда терпение заканчивается, да, происходит взрыв. И этот взрыв бывает очень часто просто неадекватным. А я вам скажу больше. Иногда последней каплей становится какая-то незначительная деталь. Вот мама ходила, терпела, муж не помогает, дети бестолочи, все разбросано, а я после работы еще и прихожу, и я целиком выдохлась. И вот, значит, лежащие в коридоре ботинки, которые муж там не поставил на место, да, или детские вещи, которые вот просто были сняты, тут же брошены. И это бух! А что произошло? Ну, я ботинки не поставил, да? А что случилось? И вам предстоит очень долго объяснять, что, ребят, да это не реакция на ботинки, и это не реакция на эти разбросанные колготочки, да, это реакция накопившаяся. Мы тогда задаемся вопросом, а зачем вы терпели? Зачем вы копили все это? Ведь вы не терпите, да, и не накапливаете стирку белья на месяц, чтобы потом там целый день потратить только на стирку и глажку. Мы стираем постепенно, мы перераспределяем какую-то нагрузку, которая, например, может быть для нас сложна, мы ее распределяем в течение целого дня или целой недели, да, мы стараемся там каждый день там, на быструю стирку что-то забрасывать. У кого-то есть традиция там, раз в 3 дня, уже там большую, да, не надо на быструю, вот, а мы уже там на 1,5 часа загружаем машинку. Вот. А вы, получается, да, собираете целый месяц, а потом сходите с ума и вообще все плохо. Да, о своих чувствах и своих эмоциях нужно говорить, не терпеть, а говорить об этом в ненасильственной форме. И говорить тогда, когда вас это не заводит, а когда вы находитесь в нормальном эмоциональном состоянии. А что же такое нормальное эмоциональное состояние? Ну, об этом более подробно я расскажу в своем следующем ролике, да, «Навык эмоциональной регуляции», часть 2. И там я расскажу об определенной шкале эмоций. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, сохраняйте мою страничку у себя. Я жду от вас обратной связи и смотрите следующий ролик «Навык эмоциональной регуляции», часть 2.